Всем привет, с вами канал Собаки Лают, караван идет. И мы находимся в лодке, которая находится в океане, которая находится в Аргентине, в провинции Чубут. Ну да ладно, погнали! А это трактор на огромных колесах, который завозит лодку в океан. А это Южный Кит. А это Пуэрто-Пирамидас, самый большой населенный пункт на полуострове Вальдес. И каждый год тысячи туристов со всего мира приезжают в это место, чтобы увидеть южных китов. Но давайте обо всем по порядку. Перед отплытием проводят небольшой инструктаж по правилам техники безопасности, выдают вот такие вот защитные спасательные жилеты, и все подходят к берегу, потому что погружение само будет производиться с помощью автомобилей. Конечно же, я оговорился, и лодку в воду завозят огромные тракторы. Ведь в Пуэрто-Пирамидас нет никакой пристани, и процесс этот кажется непрерывным, ведь от туристов нет отбоя в силу доступности и фактически 100% вероятности увидеть китов на расстоянии вытянутой руки. Ладно, ребят, хватит рассказ. Давайте уже перейдем от теории к практике. Все мы разместились на своих местах, и капитан сказал: трактор, зарычав мотором, стал завозить нас в воду, а бортпроводницы сказали: пожалуйста, убедитесь в том, что ваши ремни безопасности застегнуты, потянуты по размеру. И вот, наконец, мы вошли в самый настоящий открытый океан. И даже самые маленькие из нас почувствовали себя настоящими морскими волками. Буквально через несколько секунд показалась спина кита, а потом знаменитый удар хвостом. И самое приятное, что это чудо происходит буквально у тебя под носом. А еще видите этот китовый хвостовой плавник? Так вот, это, наверное, главный символ Пуэрто-Мадрина. И мне посчастливилось сделать фотографию, которую вы сейчас видите на своем экране. И я, знаете, что, когда монтировал это видео, подумал: блин, да поделюсь этой фотографией с кем-то. И сегодня пошел, распечатал ее и оставлю сейчас где-то в закоулочках Палермо. К нашему большому сожалению, сам город Пуэрто-Мадрин не может похвастаться красивой архитектурой, например, как Сан-Мартин де Лос-Андес. Тут нет каких-то прям прикольных достопримечательностей. Это больше про природу. Более того, не все улицы в городе заасфальтированы, а там, где они заасфальтированы, состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Но нам сразу приглянулась набережная, поэтому давайте по ней пройдемся и посмотрим, что здесь есть. Ну а начнем мы нашу прогулку, пожалуй, с пирса, который юридически, на бумаге, принадлежит военно-морскому флоту Аргентины. Хотя, если честно, это не совсем так. Ну да ладно. Интересно, а чего же тут такая толпа? А, все понятно. Вот они, те, кому поистине принадлежит акватория пирса. Морские львы. Или, может быть, главное, это птичка. Неважно. Главное, что если засмотришься и упадешь в воду, есть спасательный круг. Ну а после прогулки по пирсу нам повезло очутиться на танцевальном фольклорном празднике настоящих гаучо. Надо быть в теме, конечно, чтобы разбираться и изучить, чтобы вообще понимать, в чем суть. Но вот поверхностно, если, то выглядит все прикольно, люди устраивают танцы, веселятся. Вообще очень круто, когда люди знают, помнят и поддерживают свою культурную идентичность. Мало того, что это просто интересно, так еще и классики говорили, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Тут же на набережной Пуэрто-Мадрина
расположен мемориал белым косынкам. Что это такое, спросите вы, и почему вообще эти белые косынки есть в каждом городе? Вы наверняка их видели, граффити, всякие наклейки. Так вот, во времена последней аргентинской диктатуры с 1975 по 1983 год полицейские, военные, все те, кто относился к этой диктатуре, они похищали беременных, похищали детей, похищали мужчин, в общем, ну, творили полный беспредел. И вот это сообщество, бабушки Аргентины, если так можно выразиться, они ходят как раз в белых косыночках, отсюда и символ этого общества. Вот они помогают тем людям, которые не знают своих корней, которые пытаются найти своих родственников. И эта организация «Бабушки Аргентины», она несколько раз была номинирована на Нобелевскую премию. В целом набережная хоть и потрепанная, но довольно-таки прикольная. И тут есть абсолютно все. Если вы хотите попасть к китам, идете на набережную, тут куча офисов, которые вас доставят к китам. Хотите покушать, тут есть и кафешки, и ресторанчики, есть дорогие, есть дешевые, есть с морепродуктами, есть с мясом, ну буквально все. И вот атмосфера этой набережной, она, знаете, напоминает какие-то, я не знаю, какой-то Сухуми в Абхазии там или Сочи. Поэтому вот приходите на набережную, дышите морским, точнее океаническим воздухом, наслаждайтесь, блин, здесь круто. Ну а если у вас остались силы, то можете дойти до колонии розовых фламингов. По-моему, очень милые птички. Ну а если после фламинго вы совсем не устали и у вас еще есть хоть чуточку сил, то обязательно дойдите до экоцентра. Да, идти надо в гору, но поверьте, это того стоит. Sí. Начинается посещение всей экспозиции экоцентра с такой темной комнаты, где ты якобы садишься в субмарину и плывешь рядом с китами. И тут вот, знаете, такая вибрация, звуки. Если у вас есть дети, если вы приехали с детьми, которые уже понимают, ну, животных любят, понимают, вообще спрашивают, задают вопрос, то обязательно прям приходите в экоцентр. У нас 8-месячный ребенок, но она прям реагирует на это, она смотрит вот на эти мониторы, и ей вот очень нравится, она начинает прям смеяться. И, ну, блин, взрослым даже нравится, чего говорить уж о детях. Нам экоцентр напомнил Дарвинский музей в Москве. Очень много интересного и познавательного. Сплошное удовольствие для любителей живой природы. И, кстати, если вы еще не выучили испанский язык, то вся информация есть и на английском. Мне еще очень понравилось, как сделана тут смотровая. Во-первых, она стилизована под маяк, а во-вторых, я думаю, что когда в Пуэрто-Мадрине сезон китов, то если у вас есть какой-нибудь, ну, хотя бы простенький бинокль, то наверняка можно прямо отсюда наблюдать за китами. Есть тут и детский уголок. Нам туда пока рановато, а вот детишки постарше были явно довольны посещением экоцентра. А в левом крыле здания все больше для взрослых. Тут есть кафешечка и очень прикольные фотографии, действительно крутые работы. Обязательно, если будете, зайдите и посмотрите. Это просто мастера фотографии, очень классно. И
тут уже интерактивы для взрослых, очки дополненной реальности. Ты одеваешь очки и делаешь какие-то движения. Единственный минус то, что очень много желающих и надо записываться и ждать. Там ждать можно час, полтора часа, потому что, действительно классно сделано и приходится ждать, а что делать? На верхнем этаже собран целый архив фотографий коренных жителей этих мест, индейцев Теуэльче, но к ним мы вернемся немного позже. Мне, конечно, очень понравился музей. Мне, кстати, редко музей нравится. Здесь мы провели 2 часа и прям не заметили, как пролетело время. А если вы с детьми, то особенно приходите, им обязательно понравится. Примерно за час мы на автомобиле из Пуэрто-Мадейно добрались до КПП, открывающего въезд на полуостров Вальдес. Территория природного заповедника охраняется государством, имеет статус всемирного наследия ЮНЕСКО. И лично я, забегая вперед, скажу, что это место действительно фантастическое. И первое, кого мы увидели, это гуанако. Если совсем уж упростить, это дикий родственник домашней ламы и к тому же безгорбый верблюд. Животное осторожное и довольно быстрое, поэтому приблизиться к ним вплотную практически невозможно. Тут, на Вальдесе, у них фактически нет врагов. Так что ребята кушают, бегают и развлекаются как могут. На полуострове Вальдес мы первым делом решили посетить Пунта-Норте. Так вот, путь от КПП до сюда занимает примерно 2 часа. Едете вы по грейдеру, но грейдер довольно-таки неплохой. Все вот укатано, да, щебень летит, на самом деле попадает под днищу, но проехать можно на седане, там, на маленькой машине, на мотоцикле. Выйдя из машины, мы увидели толпу людей. Оказалось, что все хотели снять сторис с броненосцем. Но броненосец не любит Инстаграм, вот и убегает. А мы, похоже, ему пришлись по душе. Они точно не нападают? Нет. Если совсем упростить, Пунта-Норте – это точка на полуострове Вальдес, где проще всего без какой-либо подготовки увидеть касаток. Но как бы долго и усердно мы не всматривались в воду Атлантического океана и не призывали Посейдона, или на крайняк Аквамена, чтобы они показали нам уже касаток, чудо в этот день не суждено было сбыться. И мы довольствовались лишь морскими слонами. Когда будете в Пунта-Норте, не поленитесь посетить центр Антонио Торрехоне. А этот человек является основателем системы природоохраны Чубута. И вот именно благодаря ему все выглядит так, как выглядит. А после мы решили заехать на дикий пляж. И первым делом мне в нос ударил тот самый запах тухлой рыбы. Оказалось, что причина этой жуткой вони – разлагавшиеся морские животные, которыми буквально усеян весь берег. А потом я заметил одинокого морского слона. Не знаю, болен ли он или просто греется на солнце, но на ум сразу пришло: мы с тобой одной крови!
Это, кстати, еще одно из мест, где можно увидеть косаток в живой природе, в естественной среде обитания. Но, блин, вот нам не повезло, и мы сегодня никого не увидели, хотя косатки были тут 9 ноября. И очень круто, что вы можете увидеть такой дайджест последних, ну, не знаю, последних новостей косаток, назовем это так. То есть, что в Пунта-Норте, что тут, блин, ты видишь табличку, написано число и написано, когда косаток видели тут крайний раз. Зато морских слонов тут повеликое множество. В основном они чилят на солнышке или принимают строительные морские ванны. Кто-то комбинирует эти процедуры, но у кого-то сегодня бой за звание чемпиона. Но по большей части они все-таки милашки. На самом деле, действительно очень приятное место, и если вы любите природу, то тут прям вот идеально, можно, не знаю, часа 3, наверное, провести, просто сидеть, смотреть на океан и, блин, умиротворяться. А еще, знаете, я тут прочитал такой факт интересный, что, оказывается, вот эти ребята, морские слоны, они способны погружаться на глубину 1600 метров. Вы представьте, какое там давление. Вот люди обычно ныряют там на 60 метров, подводные лодки опускаются там на 200, 300 метров, супер батискафы какие-то, ну там 500, 600, 700 там метров, я не знаю. Но это живое существо, и оно способно выдерживать такое давление в несколько атмосфер. Это просто фантастически. Нет, ко мне идет Алексей. Немножко стрёмно. На самой высокой точке города расположен памятник коренным жителям этих мест, индейцам Тиуэльче. Жили эти ребята охотой на гуанако, собирательством, рыболовством и сельским хозяйством. Вот, кстати, их флаг. А рядом флаг Уэльса, потому как основателями Пуэрто-Мадрино являются валлийские иммигранты, прибывшие сюда по большой воде в 1865 году. А теперь давайте немного поговорим об экономике Пуэрто-Мадрино, ведь далеко не только туризм является источником пополнения казны. Тут на краю Пуэрто-Мадрино расположен единственный в Аргентине и один из крупнейших во всей Латинской Америке завод по производству алюминия. Но нам больше понравилось граффити напротив этого завода, которое, впрочем, отсылает к темным временам Аргентины, к той самой фольклендской, как говорят во всем мире, или мальвинской, как говорят тут в Аргентине, войне. И если вам интересна эта тема, то обязательно напишите об этом нам в комментариях, и мы сделаем отдельный выпуск про это. Буквально в 10-15 минутах от Пуэрто-Мадрино находится Пунта-Лома. И если вы не были в Мар-дель-Плате, где морских львов можно увидеть ближе, то вот приезжайте сюда и можете с такой смотровой площадки насладиться. Мы попали сюда в прилив, но морские львы все равно там умещаются на клочке суши, который еще вот не залило океаном. Когда вы приезжаете в Пунта-Томба, вам нужно купить билеты, чтобы увидеть магеллановых пингвинов.
Ну и здесь расположен такой небольшой центр, тут есть экспозиция, но нам не очень понравилось, потому что статуи животных, они какие-то нелепые, и это совсем не идет ни в какое сравнение с экоцентром, который находится в Пуэрто-Мадрине. На входе на территорию пингвинов, назовем ее так, вы обязаны протереть ноги. Объясню почему. Сейчас тут в Аргентине бушует птичий грипп, и вот чтобы избежать этого, соответственно, приходится протирать ноги. Ну а дальше вы попадаете в настоящее пингвинье царство. И несмотря на то, что все ассоциируют пингвинов с холодом и севером, эти милые морские птицы обитают исключительно в южном полушарии. При этом они просто обожают холодные антарктические течения. Вот такая вот путаница. Вообще, конечно, очень удивительно, что ты едешь по какой-то пустыне, похожей на Марс, очень тепло, и тут бах, и очень много пингвинов. А еще мы очень хотели увидеть дельфинов Коммерсона, и для этого мы поехали в Пуэрто-де-Сеадо. Пуэрто-де-Сеадо – небольшой портовый городок, в котором, несмотря на обилие рыболовецких траулеров, практически невозможно купить свежую рыбу, только по знакомству. Вот такая она, экспортная экономика. Зато тут есть длинная набережная, выйдя на которую вы обязательно увидите множество птиц и непременно получите свою порцию удовольствия. А вот и они, те самые дельфины Коммерсона. И я, монтируя это видео, думал, подрезать ли этот кадр. Но черт побери, разве можно резать такую красоту? А на следующее утро мы захотели посмотреть на дельфинов поближе, ведь они часто подплывают к идущей по воде лодке. Знаете, хоть дельфинов мы так больше и не увидели, зато попали на экскурсию абсолютно одни. И вот мы приблизились к птичьим островам, на которых обитают два вида бакланов – красноногий и большой. Тут они высиживают яйца, охотятся на рыбу и наращивают гуаны на скалы, из-за которого, кстати, в 19 веке вспыхивали вооруженные конфликты и гибли люди. Ведь гуана экспортировали в Европу, где его использовали в качестве сельскохозяйственного удобрения. Апогеем нашей экскурсии стала высадка на остров с магеллановыми пингвинами, где мы смогли спокойно рассмотреть этих птиц. Тут обстановка более суровая, чем в Пунта-Томбо. Чайки постоянно норовят полакомиться яйцами пингвинов, и ты в полной мере можешь увидеть тот самый естественный отбор, о котором говорил старик Дарвин. Чувство эйфории сменяется чувством тревоги.
И это, наверное, и есть настоящая жизнь. Ну что ж, пару фоток на память и дальше, к новым приключениям. Вот и закончилось наше небольшое путешествие по Пуэрто-Мадейн и полуострову Вальдес. И это видео тоже подходит к концу. У нас тут такой прощальный ужин, который мы сами себе организовали. Это Кордеро Патагонико и папа Чикита, ну, проще говоря, барашек патагонский и маленький картофель. Кстати, ребят, если вы сами не хотите заморачиваться и готовить баранину, потому что патагонская баранина — это, в принципе, одна из визитных карточек Патагонии, под этим видео будет ссылочка на место, где эта баранина просто вот такая. Вот знаете, этот жест, короче, аргентинцы взяли у итальянцев, потому что, как вы уже знаете, тут очень большая диаспора итальянцев. Давайте подведем итоги нашего путешествия. И первое, с чего бы хотелось бы начать, это когда же стоит поезжать в Пуэрто-Мадейн, чтобы увидеть тех самых китов или косаток. Здесь мнения очень разнятся, потому что мне понравилось, как мы поехали сейчас, в ноябре, в декабре. Здесь очень много животных. Но нельзя увидеть животных некоторых с берега. И, допустим, моему мужу меньше понравилось это, он бы еще раз поехал бы летом. Обязательно закладывайте побольше времени на поездку, потому что бывают дни, так сказать, нелетные, когда невозможно, просто никто не поедет, потому что ветер в океане. И, возможно, вы не увидите. Вот косаток, например, вообще очень тяжело увидеть. Мы общались с некоторыми людьми, кто-то вот приехал рандомно и увидел. А кто-то несколько дней ездил на Вальдес, вот таскался по этим гравийкам, уставал и ничего вообще, вот ноль, ничего не увидел. Билеты на экскурсии не обязательно покупать заранее, можно спокойно поехать и купить любой понравившийся тур. Цены везде одинаковые. А вот арендой автомобиля лучше озаботиться заранее. Объясню почему. Без автомобиля делать тут нечего. Есть, конечно, пакетные туры, но когда вы едете, вы видите гуанаку или какое-то животное, вам хочется остановиться, посмотреть, пофотографировать. В автобусе такой опции нет. Плюс, если вы любите комфорт, обязательно возьмите кроссовер там, или джип, что-то такое проходимое, потому что все дороги на полуострове Вальдес, они грейдерные. Да, грейдер хороший, но у нас вот прилетел камушек и разбил нам противотуманку. Да, и возьмите обязательно с собой теплые вещи. Или хотя бы ветровочку. Да, потому что ветер здесь постоянно, и зимой, и летом, океан есть океан. Вот животных, кстати, брать вам не советуем. Нам повезло, что мы арендовали дом на Airbnb, и у нас был участок. И вот наши питомцы тусовались с хозяевами, ребята классные, и все прошло супер. Но въезд на территорию полуострова Вальдес с животными категорически запрещен. А вот детей брать мы вам настоятельно рекомендуем. Перед нами была экскурсия, и там были аргентинские детишки лет 8-10. И вот их восторженные крики, неподдельные, это дорогого стоит, и это очень хорошо, когда детей с детства обучают вот такой вот культуре любви к животным, к братьям нашим меньшим. Это круто. Ну а мы едем дальше, мы не будем говорить пока, куда мы едем, мы направляемся. Да, будет очень много интересных видео, поэтому, ребят, для вас это не сложно, а нам очень приятно. Пожалуйста, оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Обещаем, что будет много-много интересного контента. Всем мир и пока!